24-й год уже начался, а в мире искусственного интеллекта происходит столько всего, что, если честно, мне очень страшно представить, что уже будет через год. В этом видео я собрала для вас самые классные новости в феврале, и, честно говоря, они в одно время меня страшат, в другое время я в предвкушении всех этих технологий, что будет с нами появляться и как мир будет изменяться. Но, как по мне, лучше знать эти новости и ожидать чего-то, и к ним подстраиваться, и видеть возможности, нежели даже не знать, что уже такое существует и уже такое выпускается. Поехали! В этом видео самые интересные новости за февраль. Главная новость месяца: у меня наконец-то вышел сайт. Сейчас выйдут 2 класснейших интенсива. Все, кто заполняли анкету предзаписи, ребят, проверяйте ваши почты. Сейчас вам будет приходить сообщение с уникальным предложением, которое будет действовать ограниченное количество времени. Единственное, что у нас очень много людей в анкете, поэтому не сможем отослать сразу всем. Будем присылать постепенно до тех пор, пока не закроется поток, потому что, к сожалению, мы не сможем взять сейчас всех. У нас ограниченное количество кураторов и физической силы. Все, кто не заполнял анкету предзаписи, переходите на сайт, там сейчас действуют самые низкие цены. А так, по всем вопросам пишите Нате, у вас будет ссылочка на нее в сообщениях. Ну все, до скорой встречи. Это будет очень круто. И первая новость на сегодня от нейролинка. Первый чип уже имплантирован в мозг человека. Написал Илон Маск у себя в Твиттере, что первый пациент, которому был вживлен в мозг чип, чувствует себя хорошо. Надеюсь, что это был первый человек. Первые результаты демонстрируют обнаружение многообещающих нейронных импульсов, говорит Маск. Первый продукт нейролинка будет называться телепаси, и этот чип будет позволять человеку контролировать телефон, компьютерное устройство, а соответственно через них практически любые другие устройства, просто о них подумав. В общем, можете себе такое представить? Первыми пользователями этого чипа будут те, кто потерял способность пользоваться конечностями, пишет Маск. Он говорит: представьте, если бы Стивен Хокинг мог коммуницировать намного быстрее через эту телепатию за счет того, что он просто об этом думает, а не печатает. Технология нейролинка будет работать через имплант Link, устройство размером со стопку 5 монет. Вот такая вот новость. Кстати, можно записаться на этот эксперимент. Нужно для этого быть совершеннолетним и гражданам США. И также у тебя должны быть такие болезни, как квадроплегия, параплегия, потеря зрения, потеря слуха, неспособность говорить или ампутирована какая-то конечность. И вот потом силой мысли вот ты вот так вот сможешь управлять этим миром. Следующая новость у нас от OpenAI, ребят. И, честно говоря, мне немножечко от нее страшно. А я думала, что такое, возможно, они сделают, и поэтому с чатом общайтесь хорошо и приветливо. Так, в общем, OpenAI запустили возможность чата GPT помнить разговоры. 13 февраля OpenAI предоставила новые возможности памяти, правда, пока некоторым пользователям чата GPT. То есть чат GPT сможет на основе ваших предыдущих разговоров помнить, о чем вы с ним говорили. Например, какой-то ваш определенный стиль, либо ваши предпочтения, либо для чего вы пишете, или ты о чем-то у него спросил, а потом забыл, и так далее. И он это может вспоминать в будущих разговорах с вами. И чем больше ты с ним будешь общаться, тем он будет улучшаться. Но OpenAI сказала, что у пользователей будет полный контроль над этой функцией. То есть, если мы не хотим, чтобы она не запоминала, мы просто выключим эту функцию. Если вы хотите стереть какой-то определенный разговор, вы тоже можете это сделать. Или вы сможете полностью очистить ему память, если это действительно правда. OpenAI подчеркивает, что воспоминания формируются на основе общения, и они не привязаны к конкретным разговорам, что помогает обеспечить приватность. Эти возможности памяти будут также доступны в ботах GPT, соответственно, можно будет намного их улучшать. Я, кстати, почему-то до этого думала, что у ботов и так эта память всегда есть. Но, видимо, она не была такой длинной, сейчас она появится. Ну и, конечно же, OpenAI тщательно проверяет возможные проблемы, которые могут быть с ним связаны. Например, если AI будет помнить все, о чем ты с ним говорил, и потом использовать эту информацию против тебя. Особенно, если ты с ним плохо говорил, либо его обижал. Либо, как вариант, он сможет запоминать ваши секретные разговоры, а потом их выдавать в интернете. Поэтому я думаю, что тут появится очень много каких-то проблем, которые им придется решать. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, вам нравится эта новость. С одной стороны, это крутая новость, с другой стороны, очень много опасений тоже возникает. Но на данный момент эта функция еще не работает. Ох, следующая новость от Meta. Ребят, это я просто в шоке, если честно, что творится. Meta представляет новую модель искусственного интеллекта под названием VJEPA, которая будет учиться, наблюдая за видео. То есть основная идея здесь заключается в том, что VJEPA, она будет учиться на примерах с видео без предварительного обучения. Как по типу обучаемся мы, люди, младенцы. Мы наблюдаем за окружающей средой и мы учимся.
Это что-то уже более похоже на фильмы, где роботы твои ассистенты, где они для тебя готовят, где они чем-то тебе помогают по дому, где они обучаются, играют с тобой и так далее. И VJ поработает так, что она прогнозирует отсутствующие или замаскированные части видео, что помогает ей лучше понимать содержание. То есть, если чего-то на видео нет, она может дополнить этот недостающий пиксель. И если пока модель сосредоточена на видеоконтенте, то Мета рассматривает возможность добавления аудио в нее. Потом она сможет обучаться вообще по голосу, по аудио. Как вам такая новость? Ну давайте о чем-нибудь более практичном, что мы уже с вами будем использовать. Например, Google Gemini. А именно Google представили новую модель Gemini 1.5, которая превышает все модели существующие, то есть GPT, Claude, по обработке данных. То есть если GPT может обрабатывать до 128 тысяч токенов, Claude 200 тысяч, то Gemini Pro сможет обрабатывать до миллиона токенов. А это одночасовое видео, 11 часов аудио, 30 тысяч линий кода, либо 700 тысяч слов. Немножечко технической информации. Это достигается благодаря использованию архитектуры, называемой Mixture of Experts, MOE. Традиционные языковые модели, как чата GPT, да, это одна большая языковая модель. А MOE, она разделяет как бы задачи на маленькие нейронные сети, на экспертные нейронные сети, где каждая берет на себя какую-то задачку. И за счет вот этого она может выполнять больший объем информации, больше обрабатанных данных. То есть в зависимости, какие данные к ней попадают, она выявляет, какие нейронные сети могут на себя взять эту задачку, дает им, они это выполняют. Чтобы продемонстрировать свои возможности, Google показали, как Gemini 1.5 может обрабатывать весь транскрипт полета Аполлон 11, содержащий 328 тысяч токенов. И она точно отвечала на конкретные вопросы по поводу этого полета. Также эта модель смогла резюмировать ключевые детали из немого фильма объемом 684 тысячи токенов. Но на данный момент эта функция доступна только разработчикам либо каким-то отдельным предприятиям. Широкой массе доступно 124 тысячи токенов, в принципе, как и чат GPT. В общем, пока только на картинках и словах, но это уже сильно впечатляет. Еще одна новость, что Gemini теперь также на телефонах, то есть вы сможете использовать такого личного помощника вместе с вами на ходу везде. Скачиваете на телефон, на iOS и Android, можете фотографировать, спрашивать модель в реальном времени о ваших вопросах. В принципе, сейчас то же самое доступно на чат GPT, только теперь можно использовать и Gemini. Стоит Gemini Ultra $20, как и чат GPT. Пока только предложение, правда, работает на граждан США, но скоро оно появится и в Японии, и в Корее. Ну, а, соответственно, потом и уже в наших странах. Sora. Как же я могла не упомянуть про новую языковую модель для генерации видео от OpenAI Sora? Пожалуй, вы уже все видели вот эти потрясающие видео, которые делает эта нейронная сеть, и если честно, становится немножко страшно, да? Потому что просто сравните качество видео год назад и сейчас. И если год назад мы с ребятами разговаривали, причем с разработчиками, говорили, да, нейронная сеть в ближайшие несколько лет не сможет сделать качественные, классные видео, то, посмотрев на эту технологию, мне становится немножечко страшно. Мне даже страшно представить, что будет через год. Пока, правда, эта функция доступна только художникам, артистам, то есть OpenAI дали эту возможность только тем, кому она релевантна, чтобы услышать от них реально качественные фидбэки. Но как только эти люди протестируют и OpenAI исправит баги, она уже будет доступна для общей аудитории. Я поэтому не снимала никакое подробнейшее видео, чтобы не отнимать ваше время, просто рассказывая про нейронку, которая еще не появилась. Как только появится, вы узнаете об этом первыми. Подписывайтесь на канал. Следующая новость, ребят, как вам чат-бот на вашем собственном компьютере? Так вот, это новость про Chat with RTX, собственный чат-бот для ПК с искусственным интеллектом от NVIDIA. NVIDIA предоставила новую технологию под названием Chat with RTX, которая теперь доступна для бесплатного скачивания на компьютер. Но у вас должен быть, конечно же, Windows 10 или 11. И еще видеокарта NVIDIA RTX. Но если это у вас есть, вы сможете создавать своего персонализированного чат-бота прямо у вас на компьютере. Ему не нужно будет подключаться к облачным серверам, он будет работать вместе у вас с вами на компьютере. Вы сможете творить чудеса, я надеюсь. Но так как твои данные будут обрабатываться у тебя на локальном устройстве, соответственно, работа будет намного быстрее и эффективней. Chat with RTX использует технологию такие, как Retrieval Augmented Generation, RAG. Что и как это работает? Немножечко технических знаний, опять же. Технология RAG
улучшает точность и надежность генеративных AI-моделей за счет использования фактов, извлеченных из внешних источников. И это как раз и позволяет моделям предоставлять авторитетные ответы с цитированием источников, повышая доверие пользователей и уменьшая вероятность ошибочных предположений. То есть RAG, она работает, комбинируя внутренние и внешние ресурсы. AI-модель отправляет запрос в другую модель, которая преобразует его в чистый формат, сравнивает с базой знаний и возвращает соответствующие данные. Ну и эти данные уже используют для форматирования окончательного ответа. То есть ты сможешь подключить свои файлы, PDF, текстовые файлы, ссылочки на YouTube, скачивание каких-то видео, и потом с этими файлами работать локально у себя на компьютере. Например, ты скажешь: ой, какой ресторан мне посоветовал мой коллега в Лас-Вегасе? Он сможет проанализировать все данные, которые там были, и дать тебе ответ. По-моему, пора подзадуматься над системой Windows, а не Mac. Потому что это открывает действительно новые возможности вообще работы с ИИ, ускорением работы, делая процесс, во-первых, безопасным, потому что тебе не нужно загружать эти файлы куда-то там на облако, а они могут быть у тебя на компьютере, и, соответственно, выполнение этих всех заданий будет намного быстрее. Мне уже, если честно, не терпится посмотреть, что же будут делать ребята, используя этот чат. Еще одна новость про Amazon, а именно она создала свою умную языковую модель, которая будет превращать текст в речь. Обучила ее уже на 980 миллионов параметров, которая, как они говорят, уже звучит как настоящий человек. То есть сейчас все языковые модели пока говорят немножечко роботизированно, здесь она может уже имитировать эмоции, интонации и даже правильно произносить сложные слова и иностранные имена. И они говорят, что чем больше будет там параметров, тем, соответственно, лучше она будет звучать. Очевидно. А так они сказали, по их исследованиям, если в нейронку загрузить более 400 миллионов параметров, то она уже будет звучать классно и по-человечески. Зачем это нужно? Ну, во-первых, она может очень сильно помочь людям с нарушенным зрением. Они теперь смогут просто прослушивать все текста. Во-вторых, все вот эти голосовые помощники, голосовые сервисы заменятся роботами. В принципе, уже большие компании это заменили, и вы думаете, что с вами говорит человек, на самом деле робот, но появится намного больше таких технологий, и средние предприниматели тоже смогут воспользоваться этой функцией, надеюсь. Ну и последняя новость у нас для пользователей Slack. Кто использует, если у вас есть какие-то компании, бизнесы за границей, то вы, скорее всего, используете именно Slack, хотя я его так и не люблю, но, возможно, теперь смогу полюбить, потому что мы с компанией перешли именно сюда, и теперь там будет внедрен искусственный интеллект, это означает, что ты сможешь спрашивать вопросы по поводу всего с помощью него. А это означает, что ИИ теперь сможет помогать тебе во всем. Например, ты пропустил какой-то чат, смотришь там уже 500 сообщений, ты можешь написать ИИ, о чем была речь в этих 500 сообщениях, расскажи мне вкратце. Либо они говорят о какой-то новой технологии, ты выделяешь это и скажи: слушай, а что такое Project Gizmo, о котором они говорят? И сможешь получить ответ сразу же в приложении. Говорится, что ты также можешь видеть, откуда именно был взят ответ, что повышает доверие к полученной информации. Это, правда, будет стоить дополнительных денег, ну, конечно же, в Slack, но Slack в основном используют компании, и за такую классную функцию смогут заплатить. Я бы лично заплатила, чтобы знать суть и не читать эти миллионы сообщений от коллег, что же там происходило и что же там обсуждалось. Это было все на сегодня, ребят. Как вам эти новости? Потому что, если честно, у меня они вызывают фома. Фома, что я что-то не успеваю. Фома, что, боже мой, столько изменений происходит в мире. Как все успеть? Как попробовать? Как создать проект? Кажется, что с искусственным интеллектом ты теперь можешь сделать действительно очень много вещей, и ты это не успеваешь все попробовать. Если вы такие тоже, напишите в комментариях, поддержите. С вами вместе избавимся от фома, потому что на самом деле все никогда не успеешь, а нужно просто делать то, что тебе нравится, то, где у тебя есть интерес, просто шаг за шагом выполняя разные действия, но внедряя искусственный интеллект.